Здравствуйте, друзья! Поговорим сегодня о наших маленьких орхидейках-малышах, которые мы покупаем или нам присылают в почтовых посылках. Уж очень много появилось вопросов по поводу этих малышей. И вопросов не по их выращиванию или содержанию, или пересадке, а вопросы о том, что малыши начинают зацветать, а я их получила всего месяц назад. Стоит ли обрезать цветоносы? Ну и заодно там расскажу о своих малышах. Я поставила вам небольшое количество своих малышей. На этих примерах я буду и рассказывать. Вот эти две малышки у нас на канале. Один с августа, один чуть позже. Где-то в конце сентября появились. Этого мы уже пересадили. Этот еще сидит в перлите. Это малышки 1,7. Вот эти были на канале. Две малышки, они тоже 1,7. Эти попозже, это с прошлого года у нас на канале. И на этом примере я вам тоже расскажу. И малыши еще были у нас 2,5. За компанию поставила 2 парфюмерных фабрики, о них тоже будет пару слов. И давайте же с вами подумаем, когда к нам приходят малыши 1,7, они маленькие. Очень маленькие. Это буквально подрощенные малыши из фласки. Они только-только начинают свою жизнь, и еще и листики маленькие, и запаса у них каких-то микроэлементов или азота. Ну, в общем, они крошечные. Они совсем крошечные, как котята, которым нужно материнское молоко, заботливый уход. Так и эти маленькие малышки, которые, может быть, и пришли к вам в посылке, и простояли у вас месяц, и адаптировались или нет, это еще непонятно. Начали ли они растить корни и листики? За месяц, конечно, начинают растить корни и листики, но они проходят очень сложную адаптацию, они действительно маленькие, и их надо обязательно через месяц начинать чем-то подкармливать. Чем? Конечно, удобрением с азотом. Но это не обязательно должен быть там чистый азот. Не обязательно должны быть удобрения с большим содержанием азота. Потому что не у всех просто есть такие удобрения в продаже. И не все могут такие удобрения приобрести. Поэтому просто удобряйте их с микроэлементами и с, может быть, равным содержанием калия, фосфора и азота. Но вообще удобряйте их чем-нибудь. Это для них будет как материнское молоко, с которым они должны вырасти, окрепнуть, и только тогда они могут зацвести. Но бывает такое, что они просто в посылке испытали стресс, темнота, неполив, и вот он начинает выпускать цветоносик. А такой малыш, вот не окрепший, он все свои силы отдаст этому цветоносу. Ну, все, что у него есть, он отдаст. И получим ли мы там после этого хорошее маленькое растение, маленькое, потом уже большое растение, это большой вопрос. Орхидеи, они особенные. Вот эти малыши запасают микро- и макроэлементы, то есть азот, фосфор, калий – это макроэлементы, а есть еще микроэлементы. Их много – железо, бор, цинк, магний. Их много. И они запасают куда? Не только в веламен. В веламен даже меньше это. Они запасают эти микроэлементы и макроэлементы в листики. Они их накапливают. И когда они накопили достаточное количество, сначала они подрастают, потом они начинают цвести. И когда они накопили достаточное количество, у них большая зеленая масса, хорошая корневая система, вот тогда такому малышу именно 1,7 уже можно дать зацвести, потому что если у него есть большие хорошие листики, например, даже вот такие листики, уже можно цвести, потому что для цветения он все эти элементы будет использовать из листиков. Даже если вы его будете продолжать поливать с калием и фосфором и какими-то микроэлементами, все равно сначала он использует запас тот, который у него в листьях. А листики маленькие.
Он еще сам маленький, он еще сам не окрепший. И вот этот цветоносик у него заберет все его жизненные силы. Сейчас вам покажу сапфирчик. Я его показывала в прошлом году, я его получила где-то в конце сентября, наверное, я уже не помню точно, я его получила в конце сентября, и, о счастье, он у меня где-то к январю зацвел, выпустил цветоносик и зацвел. Зацвел, естественно, такой малыш, он тоже был 1,7, он зацветает очень маленьким количеством цветочков. Там было 5-6 цветочков, но это мелкая орхидея. Да, красиво, конечно. Радость, когда зацветает какая-то наша маленькая полученная растюха, ну, не передать, конечно, как это приятно. Но у него тоже было совсем маленькое количество листиков. Просто пример. Он отцвел. Конечно, я потом цветоносик, естественно, срезала. Отцвел он где-то, наверное, к апрелю. И вот с апреля по всю осень, вы знаете, он так болел. Вот они листики, которые были. И желтел, и даже какая-то чернота. И, боже мой, он очень долго стоял, он не выпускал ни одного листика. Ну, в общем, листики стали матовые. По растюшке было видно, что она испытала огромнейший стресс, а просто огромный. И потом мне приходилось его, конечно, отпаивать всеми азотами, все это ему давать, эту подкормку. Он очень долго думал, и после этого он выпустил 2 листика. Вот этот большой листик, ну, отсушил, конечно, фласочные листья он отсушил, и вот этот листик он выпустил. И вот в такой период, когда мы дали ему процвести, а потом он находится просто в стрессе, он ослабленный. И нападают всякие разные клещи, я не знаю, там, ну все, что возможно, он к себе притягивает, всякие болячки. Конечно, решать можете только вы. Дать такому малышу 1,7, именно, я говорю сейчас именно о малышах 1,7, дать такому малышу зацвести или все-таки его укрепить. Но мое личное мнение, конечно, укрепить. И на примере вот этого цветочка я просто знаю, что выпустил малыш 1,7 цветонос, обрезать. Раз он начал у вас выпускать цветоносы, значит, он у вас прекрасно зацветет тогда, когда вы его подрастите, укрепите. Он у вас напускает много новых корешков, даст новые листики. Тогда он зацветет уже в полную силу. А сейчас он это делает из последних сил. Вот эти 2 растюшки, да, такие вот с такими листиками растюхи капризные. Капризничают, выпускают листик, засушивают листик, выпускают там хорошие корешки. Есть корешки, да, все вроде неплохо. Вот они, хорошенькие корешки, все растущие. Но он опять выпускает корни. Он молодец. Выпускает опять новые корешки. И здесь есть корешок, и с этой стороны есть корень. Но корешки еще, посмотрите, они маленькие, тоненькие. И листики растит еще не очень большие. Ну вот опять новый листик идет. Я надеюсь, что этот уже листик будет больше, и в следующий раз это будет больше, больше и больше. И тогда к весне он может зацвести. А вот этот уже более окрепший цветочек. Листики точно такие же еще выпускает маленькие, но корни уже значительно лучше выпускает. Вот большие уже корешки пошли. И вот когда у таких малышей начинают расти большие корешки, он начинает растить крупные листики. Здесь даже не видно корешков еще в горшке, потому что они все уходят, пока все уходят вовнутрь. Вот они только начинают расти большие. И вот после того, как он нарастил хорошие корни, дал хорошие листья, он обязательно зацветет. Не волнуйтесь, все это будет.
Вот эта растюшка, называется Ленка, она уже целый год у меня. Да, тоже покапризничала, но вот такая растюха, вот с такими корнями, и уже с большими листиками, она дала цветоносик. Вот он, цветоносик. Ну вот такой растюшки, которая эти уже листики, она нарастила у меня. Фласочные она все отсушила. Вот этой растюшки я уже дам процвести, посмотреть ее цветение. Смотрите, даже от сухого, ну не сухой, конечно, но от почти воздушного корня она начала растить еще маленький корешок. То есть она в активном росте, она подумала, решила выпустить цветоносик. Все отлично. Пусть растит. Когда мы покупаем малыши не 1,7, а 2,5. Но здесь хорошая листовая масса всегда. Здесь подрощенное растение, которое явно уже растет. Накопило в листиках какое-то количество нужного для себя строительного материала. Ну, вот эти все микроэлементы и макроэлементы можно называть строительным материалом, материалом для цветения. Но тоже растения все разные. Вот это, сейчас скажу, кто это у меня. Пишут, что парфюмерная фабрика, но я в этом очень глубоко сомневаюсь, потому что листья совсем не такие. Может быть, когда-нибудь процветет не по сорту. Она молчит, она очень медленная, очень долго выпускает и корни, и вроде и хорошие корни. И вот опять растит корешок, новый корешок, растит листик, но цвести не собирается. Ну не собирается и не собирается. А Sweet Girl, большие листья, посмотрите, уже листики с мою ладошку. А Sweet Girl решила зацвести. И вот такому растению можно дать процвести. Хотя нужно понимать тоже, что не будет букета из 10 цветов, будет максимум 3 цветочка. Но такое растение готово к цветению. А если вы еще покупаете малышей 3,5, так те вообще готовы к цветению. За тех и волноваться не стоит. Те вырастили цветонос прекрасно, вы сразу увидите хорошее их цветение. И еще к тому, что рассказ к тому, что как же делают на фабриках. На фабриках, когда получают такие маленькие орхидейки, начинают их готовить к продаже нам, мы очень часто покупаем растения и видим, что если один цветонос, с которым мы его покупаем, то при пересадке или при разборке мы очень часто видим, что у этих растений был еще один цветонос, еще один цветонос. Для того, чтобы вырастить полноценное растение, вот эти первые цветоносы всегда производители, которые хотят получить красивый большой цветок и продать его нам, они всегда срезают. И получают дальше здоровое, большое, хорошее растение. Ну, здоровое, давайте мы не будем об этом говорить. Но мы недавно разбирали эту парфюмерную фабрику, и я вам говорила, она прям готова уже, в ней были грибы. Кстати, все ссылочки оставлю вам, которые возможно посмотреть. Здесь в горшке были грибы, и я вам говорила, что она очень быстро начнет раскукливать корни. Она прямо к этому готова. У нее растет и листик, и вот они пошли корешочки. Это было, наверное, недельки 2, максимум 3 назад. Вот пошли зеленые корешки, маленькие. Медленно, но верно она начинает растить корни. Так что я думаю, что к Новому году мы ее и посадим. И еще недавно, очень недавно тоже вам показывала парфюмерную фабрику. Я ее покупала. Покупала все 3 цветочка уценками. И вот одна из них это парфюмерная фабрика. Во-первых, хотела вам показать, что здесь у нее тоже есть срезанный цветонос. Вот он. Когда я ближе рассмотрела, я увидела здесь маленькое темное пятнышко, поэтому намазала неразбавленным Максимом.
И знаете, что наша фабрика сделала? Она умница. Она распустила последний цветочек, который у нее был бутончиком. Ну, то, что у нее аромат великолепный, это я даже рассказывать не буду. И смотрите, чем она меня радует. Она радует новыми маленькими бутончиками. На 2 веточках она решила дорастить бутоны и распустить их. Я думаю, что все это получится у нее. Растюшка чувствует себя прекрасно. Но цветоноса у нее было 2. Так что растения решить ничего не могут. Решаем только мы. Хотим мы, чтобы наши малышки стали здоровыми и потом прекрасно цвели, или просто мы хотим увидеть какое-то первое цветение. Орхидеи ничего решать не будут. Решаете только вы. И зная вот эти особенности орхидей, вы можете решить, отрезать вам первый цветонос или дать процвести растению. Выбор за вами. Кстати, забыла вам показать. После всех мучений сапфирчика, которые он перенес, он дал новый цветоносик. Вот он, крошечный, маленький, но он есть. Но шел он к этому цветоносику очень-очень долго. Обычно такие растюшки через 2-3 месяца зацветают по новой, а он болел, поэтому долго пришлось двигаться к этому. Вот отсюда я и говорю, выбор за вами. Решайте, принимайте решение и несите за него ответственность. Надеюсь, что все понятно. Удачи вам, успехов в выращивании таких малышей. Увидимся на канале.